Сегодня мы обсудим тему безопасности в отношениях и важность распознавания потенциально опасного поведения других людей по отношению к вам. Если вы не хотите обнаружить себя в токсичных, деструктивных отношениях, из которых сложно выбраться, или в другом неприятном месте, рекомендую посмотреть это видео до конца, потому что это очень частая ситуация, когда человек оказался не в том месте и не с теми людьми, только потому, что игнорировал красные флаги в самом начале. Особенно важно это для тех, кто вырос в дисфункциональных семьях или сталкивался с нездоровыми отношениями, так как это является фундаментом того, что человек не способен понимать, что такое здоровое поведение в отношениях, а какие поведенческие черты могут представлять опасность. Итак, первая ментальная опасность. Она связана с неправильными убеждениями, которые нам навязывают другие люди. Подобные убеждения могут изменить нашу жизнь в деструктивное русло. Например, новый знакомый может убедить нас, что употребление алкоголя – это способ расслабиться и повеселиться. Под давлением таких убеждений через время мы можем сами себя обнаружить алкоголиками. Пример. Мария, которая никогда не пробовала алкоголь, знакомится с новым коллегой Александром. Александр активно убеждает Марию, что время от времени выпивать спиртное – это нормально, оно помогает расслабиться. Мария, стремясь быть хорошей в компании, решает попробовать. Вначале это кажется безобидным, но со временем она становится зависима от алкоголя и начинает забывать о своих целях и обязанностях. Ее жизнь начинает идти по негативному сценарию, который она раньше и не представляла возможным. Понимание того, что мы хотим иметь в своей жизни, и настойчивость в защите своих ментальных границ помогут избежать деструктивных решений. Не жалейте времени и сил, чтобы научиться понимать себя, свои цели и жизненные устремления. Второе. Эмоциональная опасность проявляется в манипуляциях с нашими чувствами и контроле над нашими эмоциями. Человек, склонный испытывать чувство вины и долга, может стать легкой мишенью для манипуляторов. Постепенно мы начинаем делать то, что хочет манипулятор, даже если это уводит нас от благополучной жизни и радости. Пример. Денис встречается с Катей, которая постоянно пытается контролировать его эмоции и чувства. Когда Денис выражает свои эмоции или мнения, Катя заставляет его чувствовать себя виноватым или обязанным сделать что-то в ее интересах. Постепенно Денис теряет уверенность в себе и начинает полностью подчиняться ее желаниям, не замечая, как это негативно сказывается на его эмоциональном благополучии. Как здесь защитить себя? Осознавать манипуляции, ставить свои интересы на первое место поможет развитию эмоционального интеллекта. А про эмоциональный интеллект я рассказываю в своем другом видео. Третье. Физическое воздействие. Физическое насилие может проявляться в разных формах, от прямого воздействия на нас до порчи нашего имущества. Некоторые формы физического насилия труднее распознать, особенно если мы не знаем, что такое здоровые отношения. Например, некоторые люди считают в порядке вещей, если на них кричат. Пример. Валерия встречается с Никитой, который часто использует физическую силу и угрозы, чтобы контролировать ее поведение. Например, он может запирать ее в комнате, чтобы не дать выйти на улицу, или удерживать ее руку, чтобы не дать уйти от спора. Валерия не осознает, что такое поведение является формой физического насилия, так как у нее не было здорового опыта в отношениях. Мы сможем лучше защитить себя от физического насилия, если будем развивать навыки определения личных границ и отказываться от отношений с людьми, которые постоянно и тем более грубо их нарушают.
Почему люди пропускают красные флаги, которые просто кричат о том, что строить отношения с данным человеком попросту опасно? Детский негативный опыт может оказывать долгосрочное влияние на наше поведение и выбор партнеров в будущих отношениях. Если нас в детстве приучали подчиняться и наказывали психологически, эмоционально или физически за неподчинение, мы можем стать податливыми взрослыми, которые не умеют сопротивляться опасным ситуациям. Пример. Алексей вырос в семье, где его часто наказывали за малейшее неподчинение и не объясняли причины наказаний. Взрослым он не научился принимать собственные решения и поддается давлению других людей, чтобы избежать конфликтов. Например, когда его новый друг предлагает совершить незаконные действия, Алексей соглашается, чтобы не стать объектом агрессии или критики. Его прошлый опыт неподчинения и наказаний заставляет его принимать опасные решения ради сохранения мира в отношениях. Осознание прошлого опыта поможет нам избежать повторения негативных сценариев. А как ведут себя люди, которые хорошо понимают, что их безопасность крайне важна и не допускают в свою жизнь деструктивных влияний? Вот вам несколько таких примеров. Ситуация первая. Елена встречается с Павлом, и она замечает, что он становится все более контролирующим и критикующим по отношению к ней. Он часто прерывает ее, не уважает ее мнение и постоянно критикует. Елена начинает чувствовать себя некомфортно и замечает, что это отрицательно влияет на ее самооценку. Елена осознает красные флаги в поведении Павла и решает не игнорировать их. Она начинает обсуждать эти проблемы с ним в открытом и искреннем разговоре. Елена говорит о своих чувствах и опасениях, указывая на неприемлемость такого поведения. Она ставит границы и не позволяет Павлу продолжать свои контролирующие и критикующие действия. В случае, если Павел не проявляет понимания и не изменяет своего поведения, Елена принимает решение о завершении отношений, чтобы защитить свою эмоциональную и психологическую безопасность. Ситуация вторая. Дмитрий общается с Антоном, который постоянно предлагает ему участвовать в незаконных или опасных мероприятиях, например, угон автомобилей или нарушение правил дорожного движения. Дмитрий замечает, что влияние Антона начинает оказывать отрицательное воздействие на его жизнь и ставит его в опасные ситуации. Вместо того, чтобы присоединяться к незаконным действиям, он откровенно говорит Антону о своих принципах и о том, что такое поведение противоречит его ценностям. Дмитрий отказывается участвовать в опасных мероприятиях и устанавливает границы с Антоном. В том случае, если Антон продолжает давить на него и предлагать незаконные действия, Дмитрий принимает решение о прекращении общения с ним, чтобы сохранить свою личную безопасность и образ жизни. Ситуация третья. Ольга обнаруживает, что ее родной брат Иван стал все более агрессивным и не контролирует свои эмоции. Он часто подвергает ее и других членов семьи ментальному и физическому насилию, особенно когда он находится в состоянии алкогольного опьянения. Ольга понимает, что поведение ее брата Ивана – это красный флаг и представляет серьезную угрозу для безопасности и благополучия семьи. Она решает не молчать и не стесняется обратиться за помощью. Ольга и другие члены семьи собираются вместе, чтобы обсудить сложную ситуацию с Иваном. Они выражают свою заботу о его здоровье и безопасности и предлагают ему обратиться за помощью и поддержкой для преодоления агрессии и зависимости от алкоголя. В случае, если Иван отказывается принимать помощь и продолжает быть опасным для себя и других, семья принимает решение обратиться за профессиональной помощью или даже обратиться в правоохранительные органы для защиты своей безопасности. В каждом из этих примеров человек лично находится в отношениях с кем-то или общается с кем-то, кто представляет угрозу для его безопасности. Люди активно реагируют на красные флаги и предпринимают
действия для защиты своей безопасности и благополучия. Это обычные люди, а не супергерои. И вы тоже сможете научиться так делать, если захотите. Безопасность в отношениях – это наше право и наша обязанность. Повышение осознанности и укрепление личных границ помогут вам защитить себя от опасных ситуаций и отношений. Мы можем повлиять на качество наших отношений, осознавая свои ценности, мировоззрение и права. Развивая себя, мы сможем строить здоровые и безопасные отношения с другими людьми, которые будут приносить радость. Если вы хотите практически разобрать данную тему, проработать свои детские травмы, избавиться от деструктивных убеждений и развить свои навыки построения здоровых отношений, приглашаю в психотерапевтическую группу онлайн «Я и другие». Ссылку на описание программы вы найдете под этим видео. Эта программа поможет вам взглянуть на многие вещи по-другому и развить уверенность в себе. А если вам понравилось видео, не забудьте поставить свой лайк и подписаться на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. До встречи в следующем видео.